Итак, всем доброго вечера. Если, конечно, он может быть добрый, ввиду предстоящих событий, которые сложились на фондовом рынке и не только. Значит, тотальный пиздец с обвалом рынков продолжается. Четверг, 12 марта, служит прямым тому подтверждением. Достаточно посмотреть на всевозможные скринеры и табло тех отраслей акций, с которыми происходит просто уже нечто из ряда вон. Хотя, конечно, тут смотря с чем сравнивать, но те, кто, например, умудрился покупать акции в предыдущем месяце, возможно, сейчас тоже многие продолжают скупать в надежде на то, что скоро будет отскок и все отрастет. Собственно, надежда такая очень хорошо подходит для долгосрока, для инвесторов, которые инвестируют на несколько лет вперед. И на меня в том числе. Но, тем не менее, картина довольно удручающая. Особенно, когда ты вроде бы покупал несколько дней назад акции, и они были половина все зелененькие. Кажется, что вот-вот, сейчас немножко назад отскочит, что-то заработаю, продам. А в данный момент происходит такое, что не поддается, в принципе, никакому логическому объяснению. Иначе говоря, происходит искусственный обвал рынка. Как до этого происходило искусственное его раздувание, вот этого всего пузыря, сейчас по-прежнему продолжается падение. Как говорится, все идут на дно, чтобы найти там еще одно, второе дно потом. И, конечно же, из тех акций, то, что я показывал в предыдущем видео, которые составляют мой портфель, хуже всего повел себя Лукойл. Но сегодня к нему, значит, в эту злополучную уже даже не среду, получается, а четверг, добавилось и падение по ВТБ, добавилось падение по Сберу, то есть по банковскому сектору. С нефтегазом все понятно. Нефть упала, казалось бы, куда уж дальше. Но падение продолжилось. И, соответственно, рубль упал тоже еще сильнее. Евро подорожал. Как это мы говорим, подорожал. И доллар. Но хуй толку. От этого проще не стало. Толпы сумасшедших ловятся в терминалы, в банкоматы, чтобы поменять там свои эти 100, 200, 300 долларов, евро на рубли. Пока типа еще не поздно. Кто-то еще есть и такие, кто в надежде сидит и ждет, когда все это будет сейчас по 90, по 100 рублей. Чтобы уж совсем хорошо подняться. Значит, что касается ситуации с акциями, никто, повторяю, никто не может предугадать и предсказать вам в данный момент, что будет с ними завтра, в пятницу, а что дальше будет в понедельник. То есть, хочется в очередной раз заметить, что на страницах, на просторах интернета, и в Ютубе, и в Дзене, в этом в ебучем, на Яндексе, каждый день выходят новые статейки. Эксперты спрогнозировали рост до 75 рублей. Вот на той неделе какой-то ебаный умник писал, что доллар дойдет до 75 максимум. Эксперты предрекли ему показатели до 75 и не выше. Прежде были точно такие же сообщения, когда сейчас доллар будет по 70, готовьтесь все. Когда доллар был там еще 64-65. И, понимаете, с каждым разом все становится все хуже и хуже. Для тех, кто держит валюту свою, рубли. А они каждую неделю с умным видом вещают. Нет, все-таки бакс преодолел 75, теперь ждем, что он преодолеет и 80. Блять, если вы такие, эксперты, хуевые аналитики, где вы раньше-то были? Почему вы сразу не можете так сказать? Вот через месяц, доллар или евро там подскочит на 15 рублей. Готовьте свои бабки. Никто ж такого не скажет. Поэтому, вот этот весь детский сад, который пишется там на Дзене, на Хуене, на Ютубе, еще там в куче комментариев, там в любой зайти инвестиционный портал, везде на форуме в комментариях тысячи умников хуячат одну и ту же бредятину. Все, сейчас достигнем дна, упадем, я жду дна. Как только будет завтра или послезавтра дно, я дождусь, я куплю, а потом охуенно на этом заработаю. В общем, значит, мое собственное личное мнение, и, в общем, рекомендую его всем здравомыслящим людям, не слушайте все эти бредни, вся вот эта херня, которая льется из интернета, с телевизора и прочего, в чатиках, во всяких, это все, оно не имеет под собой никакой почвы, никаких оснований. Что будет происходить дальше с рынками, знает только тот, кто их обваливает. А до этих людей, простым смертным, как до луны, никогда вы с ними не познакомитесь, не узнаете, и никакого инсайда не получите. Это просто доступно единицам избранных на планете Земля. И они сейчас зарабатывают на нас с вами. В том числе и на падении акций. И рассчитано это все на хомячков, которые
поддаются панике, вот это пытаются что-то спрогнозировать, как только случается такой типа случайный отскок, они сразу же ломятся продавать. Ну, есть еще те, кто шортят рынок, это все понятно. Возможно, какие-то удачливые, успешные, более-менее профессиональные трейдеры все еще, конечно же, есть. И им удается что-то там заработать, но по сути, все равно большая часть инвесторов, кто связался с рынком акций, сейчас несут убытки. Мало кто там показывает свои упавшие портфели, подешевевшие, все. Но в среднем, я вот вам могу сказать, у нас на примере своего тестового портфеля, ну как тестового, он деньги настоящие, просто он экспериментальный. Потерять мне их не жалко. И на этом примере прекрасно видно. Вот буквально вчера усреднил позиции, несколько позиций. И в портфеле там показывалось общее падение от первоначальных там вложений. Сумма внесенная стала 11% вместо 18%, которые были накануне. Так вот, сегодняшний четверг, 12 марта, все это снова приблизил к отметке 18%. Общий минус портфеля. Те, у кого в акции вложены миллионы, и, возможно, даже не обязательно рублей, а то и долларов, потеряли очень дохуя денег в данный момент. И, конечно же, у них единственная стратегия в данный момент не поддаваться панике, покорно и смиренно ждать, пока рынок действительно уже достигнет самого дна. Когда это произойдет, напоминаем, мы не знаем. И дальше, конечно же, произойдет неизбежный разворот вверх. Вопрос только один. Все ли акции пойдут наверх? И как долго все это будет восстанавливаться? Может быть, полгода, может, несколько месяцев. Наверняка какие-то компании могут там на год, а то и на несколько лет немножко это присесть и не достичь тех уровней, тех цен, по которым многие люди купили их акции буквально еще несколько месяцев, а то и недель назад. Поэтому да, обрушение происходит в данный момент. Весь этот страшный ужасный кризис и коллапс 2020 года, который, опять же, ебучие аналитики там предрекают и пишут во всяких там тех газетенках, СМИ, изданиях, он, в принципе, уже свершился. Это было понятно еще в прошлом месяце, когда все вот эти вот новости про коронавирус и прочую эту заразу достигли апогея. Напоминаю, что коронавирус в Китае в данный момент уже давно пошел на спад. Там очень много вылечившихся, выздоровевших людей. Дальнейшее распространение конкретно в Китае не происходит. А все новости, касаемые этой заразы, сейчас, в общем-то, идут из Европы, ну и частично из России. Есть определенные сомнения в том, что в России вообще там достоверная информация по количеству зараженных, уже даже погибших. Либо все тщательно скрывают, и погибших, и пострадавших реально намного больше, либо же наоборот. Те случаи, которые активно там где-то сейчас проскакивают в новостях, они, это, конечно, самый жесткий вариант, но кто знает, может быть, все это выдумано, и ни хера на самом деле там не происходит, никакого вируса нет. Там 2-3 условных случая, это еще не доказательство. Могли притянуть за уши, чтобы, опять же, продолжить сеять панику на рынках. Поэтому в данный момент, да, кризис случился, кризис больше все-таки информационного плана, но люди реально в данный момент теряют деньги, и самое главное не поддаваться панике. В общем-то, я считаю, если в портфеле есть какие-то, неинтересные, неудобные вам позиции акций, в которых вы сомневаетесь, сейчас все-таки еще тот момент, когда можно от них избавиться, падение на 15-20-30% это еще не критично. Если вдруг будет достигнуто все-таки еще, как говорится, второе дно, и некоторые акции рухнут уже на 50-60% спустя какое-то время, будет уже гораздо больнее. И как долго они с этого момента будут возвращаться, можно посмотреть на общем графике любой более-менее крупной компании с известными бумагами виртуальными, что с ними происходило в 2008-2014 году. Все-таки, наверное, лучше смотреть 2008-2009 года уже. Потому что тут как бы очевидно, что при желании, если кто-то хочет сейчас воспроизвести, повторить сценарий того обвала тех лет, то нынешние цены все еще высоки. И то, что нам сейчас кажется, вот этим ужасным красным падением, на самом деле не так страшно. Может быть гораздо хуже. Они могут упасть сейчас и в 2, и в 3 раза, а некоторые компании могут ебануться и в 4, кто знает. И отрастать это потом будет очень долго. Долгими месяцами, а то и годами. Поэтому тут, конечно, было бы глупо сейчас пытаться там очень сильно здорово заработать на каких-то краткосрочных прыжках туда-сюда. То есть, либо это прям гигантские, очень большие суммы должны куда-то там вкладываться. Но, я думаю, разумные люди гигантскими суммами
таким образом не оперирует, такой ерундой не занимается. Поэтому, опять же, хочется что повториться, что вся эта, шумиха в СМИ, в интернете и прочем, это все полное говно, это все надумано, это все искусственно сделано. Есть определенные заинтересованные лица там далеко наверху, которые управляют этими процессами. А обсуждать это все, вот этот вот каждый час вбрасывает новости, что, там снова упадет на столько, снова, очень, очень нехорошая тема, и лучше не поддаваться, лучше вообще не слушать, отключиться от этого, и проще уже там отдельно по рынку своими какими-то уже выработанными способами анализировать то, что реально происходит с акциями, с облигациями, с валютой, с золотом. И на основе этого, как я напомню, долгие инвестиционные стратегический план заключается в том, чтобы вносить равные части пополнения в свой портфель на равных отрезках времени. Ничего пока не продавать, держать. Только если нет прям уж совсем какой-то страха и боязни по каким-то конкретным пунктам. Тогда, да, возможно, наверное, стоит от них избавиться. Сейчас пока не поздно переложить в то же самое золото, которое еще продолжает расти. Или вывести в валюту. И, возможно, если все-таки падение, мы же понимаем, если дальше падение акций еще в течение недели-двух, а то и месяц продолжится, обратно пропорционально будет расти курс доллара и евро. И, в принципе, можно немножко свести на нет негативный эффект последствия падения акций за счет этой игры на курсах. Это, я считаю, как мой опыт показывает, часть денег, то, что у меня была, хоть и небольшая, вложена, условно, пару лет назад в доллары и в евро, то, что я сейчас их обменял на рубли, уже обменял, не стал дожидаться, они полностью перекрыли все эти смехотворные, пока еще в моем портфеле, падения акций. Пусть даже они на 50-60% упадут, все равно их перекроет, соответственно, этот обмен валюты. Поэтому напоминаю, тут, конечно, мое видение какое. Насчет облигаций не знаю, не очень их понимаю. Так же, как фонды. Они сейчас очень сильно подвержены всем этим процессам. На мой взгляд, оптимально где-нибудь 20-25% держать в золоте. Еще 25-30% как минимум держать в валюте в какой-то крепкой, либо доллар, либо евро. И держать до последнего, пока уже реально не ползет все вниз, как сейчас. И оставшиеся, например, 25-30% хорошие, сильные акции. И, конечно же, желательно дивидендные. Потому что дивиденды частично также покроют этот весь убыток, который сейчас возникает. И самое главное, не надо поддаваться панике, не надо слушать проклятые СМИ, этих всех советчиков, аналитиков и прочих комментаторов. Думать своей головой, просто анализировать, например, портфели других людей, которые выкладывают их на профильных форумах, на Ютубе тоже смотреть просто, как там все это меняется, на реальные цифры, на реальные изменения. Контролировать свои эмоции, не поддаваться панике, потихоньку заносить в портфель равными частями новые суммы, распределять их между своими активами. И ждать прекрасного возвращения рынка в строй. Когда это будет достигнуто дно обрушения, дальше за ним последует достаточно сильный рассвет. Это будет все неизбежно.